Привет! Задавались вопросом, хорош ли мой трек? Или, может быть, скидывали в какое-нибудь сообщество биточек на зацен? В этом видео из серии мысли поделюсь своими соображениями по этому поводу и приглашаю обсудить это все в комментариях здесь или в моем телеграм-чате. Ссылка в описании. А для тех, кто не хочет смотреть видео целиком, вот краткая выжимка, без деталей. Я не вижу смысла скидывать трек в публичное пространство на зацен. Есть смысл обращаться к каким-то профессионалам по разным аспектам музыки, техническим, аранжировке и так далее, и сверяться с референсами. А в моменты затыков профи помогают из него выйти, подсказав всякое, как лучше чего добиться. И в какой-то степени лучше быть себе на уме, потому что в музыке важна некая самобытность. И еще нужно определиться, для чего вы делаете вообще музыку. Только для себя? Ну тогда вам вообще должно быть все равно. Для публики сверяйтесь с профи, кто крутится в этой сфере. Там довольно много рамок и правил, в которые нужно вмещаться. Для одобрения скинь демку на зацен своей маме. Начну с истории. Однажды в чат приходит демка непрофессионального музыканта. И на мой слух, не очень. Много проблем со звуком, балансом, общей эстетикой. Но есть идея и прикольная. И пока я думал, что написать, приходит комментарий от другого человека. Круто, давно у меня мурашек от музыки не было. В музыке не существует объективной оценки «хорошо» или «плохо». Есть некое техническое качество, которое можно как-то измерить, но оно не гарантирует, найдет ли или не найдет трек отклик у слушателя. У каждого человека свой музыкальный опыт, свой культурный багаж, свои предпочтения. Есть, например, люди, которых прет от кальян-рэпа, и они считают его лучшей музыкой на свете. И считают, что есть, например, плохой кальян-рэп, а есть крутой кальян-рэп. И это даже не уровень развития, это параллельная вселенная со своими критериями качества. Ну то есть крутой кальян-рэп как бы находится на том же уровне, что и крутой саундтрек к фильму Нолана. Хотя, конечно, любитель кальян-рэпа и любитель творчества Ханса Циммера будут максимально сопротивляться такой оценке. Ну то есть пока ты не профи в целевом жанре, ты не можешь адекватно оценивать эту музыку. Каждый думает со своей колокольни и считает, что он тут единственно верное говорит. И такая же петрушка с электронной музыкой. Например, музыкант пишет классный трек, который высоко оценивается внутри жанра, а кто-то говорит: «Йоу, а у тебя есть музыка с большим содержанием и смыслом?» Или даже «Что это за фоновый звуковой мусор?» Есть у меня еще один знакомый, большой фанат гранжа, и когда он слушает современные такие супер отполированные, идеально сведенные треки, он их буквально ненавидит. Они для него такие пластиковые и неживые. А вот свою любимую музыку он считает настоящей музыкой с душой. И с его точки зрения он абсолютно прав. Но все же, вот вы сделали трек и хотите объективную оценку. Кому показывать? Давайте рассмотрим варианты. Первый — это случайные люди в интернете. Какие плюсы? Вы получите мнение от потенциальной аудитории. А минусы — мнение может быть совершенно некомпетентным. Оценка от «круто качает» до «фу, отстой», без какой-либо конкретики, могут заодно и смерти пожелать. Случайные люди они такие. На негатив лучше наплевать, зато можно найти своих фанатов. Второй вариант — друзья и родственники. Плюсы — они вас поддержат и не расстроят. Минусы — именно поэтому их мнение, скорее всего, будет необъективным. Мама, скорее всего, всегда скажет, что все прекрасно. Третий вариант — профессионалы-звукорежи. Плюсы — они могут дать грамотную техническую обратную связь и указать на какие-то конкретные проблемы. Но минусы — их видение может быть слишком техническим и не учитывать эмоциональный отклик обычных слушателей. Плюс у них свои какие-то предпочтения и предубеждения. Четвертый вариант — музыканты в том же жанре, в котором вы работаете. Плюсы могут дать конкретную обратную связь с точки зрения индустрии. Минусы — они тоже люди со своими вкусами, и история знает множество примеров, когда суперуспешные треки изначально отвергались подобными экспертами. Вспомните «Богемскую рапсодию». Но что же делать? Нужно вырабатывать свое собственное мнение. А для этого нужно много слушать, анализировать, разбирать треки, которые вам нравятся, и использовать референсы. Сравнивайте свою музыку с теми, кто кажется вам эталонными в вашем жанре. Как они звучат по сравнению с вашим? Что можно улучшить? Если речь про качество звучания, слушайте свою музыку в разных системах. На студийных мониторах, в наушниках, в машине, на телефоне. Хороший трек должен прилично звучать везде. И делайте перерывы. Наши уши адаптируются, и после часа работы над треком мы перестаем замечать многие проблемы. Еще важный критерий — это ваше собственное ощущение. Вас самого должно переть от вашей музыки. Если вы свой трек слушаете 100-й раз подряд и еще кайфуете, ну значит трек уже хорош. Задайтесь вопросом, какая цель от написания музыки у вас, какая цель у трека? Чтобы услышало максимальное количество людей и на этом заработать? Пишите поп-музыку. Если это трек для клуба, вас прет, а в клубе не танцуют, ну значит что-то с треком не так, надо обратиться к профи.
Если цель порадовать себя и реально кайфуешь от трека, все супер, оставляй как есть. И после всего этого логичный вопрос: а зачем тогда вообще кому-то скидывать музыку на зацен? Если хочется получить советы по продакшену с технической стороны, идите в личку к профи-звукорежам этого жанра. Если хочется получить советы по аранжу, к профи-музыкантам этого жанра, или смотрите референсы. Если хочется услышать похвалу, вперед к родным и близким, где всегда похвалят. Помните, что на вашу музыку всегда найдется слушатель. Даже если большинство людей скажут «не нравится», найдутся те, кто скажет, что это именно то, что он искал всю свою жизнь. Цените конструктивную критику, учитесь на ней, но не позволяйте чужим мнениям задушить вашу креативность и уникальность. Делайте музыку, которая заставляет вас чувствовать что-то особенное. А люди, которые разделят вашу страсть, они обязательно найдутся. И главное, если решите скинуть свой трек в паблик на зацен, прокачайте перед этим свою менталку, чтобы быть готовым к разному. А на этом у меня сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока.